Всем доброго дня! Скорее всего, вы задумывались о том, как некоторые трейдеры умудряются увеличивать свой капитал в несколько раз за короткий промежуток времени. Они ведь не играют в русскую рулетку, правильно? Их успехи обусловлены стратегиями, которые они используют. В этом видео я покажу вам одну из таких стратегий. Ну а для тех, кто хочет торговать вместе с нашей командой, ссылка на платформу с бонусом к пополнению будет в описании под видео. Мы будем использовать индикатор, известный как аллигатор. Не переживайте, это не что-то страшное или непонятное, это просто инструмент, который помогает находить точки входа. Находится он, если что, вот здесь. После того, как вы подключите аллигатор, у вас на график наложатся 3 средние скользящие. Их положение относительно друг друга указывает на силу тренда. Так вот, в идеале нужны ситуации, когда скользящие идут четко и без пересечений. Там, где они пересекаются или цена движется в горизонтальном канале, категорически не подходят. Касаемо заключения сделок, всего в ситуации допускается 3 сделки. Первая основная заключается на новой свечке после той, которая коснулась скользящей. И здесь, собственно, был бы плюс. То же самое здесь. Одна свечка коснулась, на второй зашли на понижение. Или, допустим, мы зашли как положено после касания скользящей вниз. Тут, конечно, цена тоже пошла вниз, но вот условно цена пошла в другую сторону. В таком случае ждем, когда закончится минусовая свечка, и на появлении следующей подключаем догон в другом направлении с целью смены тренда. И если же свечка, на которой заключен догон, опять меняет направление, заключаем второй и последний догон опять-таки в новом направлении. Простыми словами, одна свечка, одна сделка. Первый и основной заходим всегда в направлении тренда и только после касания или нахождения цены у скользящих. А дальше, если свечки начинают идти в другом направлении, то и мы делаем то же самое. И как правило, если находить прямо вот такие, как я показал, максимально идеальные четкие тренды, то больше 2 догонов почти никогда не выходит. Я, конечно, сейчас смог бы заняться этим делом, но думаю, смысла нет делать часовое видео. Поэтому буду, так скажем, импровизировать, и если будут даже близкие к нужным ситуации, я буду на них останавливаться. К счастью, точек входа по этой стратегии много, настолько, что можно даже по сути не гнаться за каждой, а отсеивать более для себя понятные. Ну и вот этот лично для меня в целом понятен. Цена, можно сказать, коснулась скользящей, начала даже снижаться, отсюда и вход на понижение. Итак, сделка заканчивается в плюс. Ситуацию, конечно, я выбрал далеко не идеальную. Кто не понял, вот свечка, которая как бы произвела касание, еще и начала возобновлять тренд. После нее вход на понижение. А так вообще ситуация достаточно опасная, и я бы не рекомендовал новичкам такие выбирать. Все потому, что здесь цена двигалась в горизонтальном канале. Да, я здесь заключил сделку, когда свечка в целом вышла из него и начала снижаться, но тем не менее сам факт боковика снижает вероятность движения по тренду. Поэтому, собственно, знайте, чтобы по максимуму исключить вопросы типа почему цена пошла так, а не вот так, новичкам лучше всего находить такие ситуации, как я показал до этого. Если у меня будет такая, я обязательно покажу. А вот и, кстати, по-моему, на этом активе хорошая ситуация. Ну да, вроде все четко. Сейчас только обновлю страничку. Как-то все у меня с самого начала подвисает непонятно. Обычно обновление помогает. Так, ну что, у меня тут сейчас свечка уже в пределах скользящих, и сигнал есть, и четкий нисходящий тренд. По мне отличная ситуация. Заключаю сделку на понижение. Основа заканчивается в плюс, чистейшая сделка без каких-либо нервов. Вот эта свечка касается первой скользящей, соответственно сигнал автоматически появляется, и на новой свечке заключается основная сделка на 1 минуту, как и таймфрейм свечек, на понижение. Опять актив с нисходящим трендом. Хотя мне на самом деле без разницы, нисходящий он или восходящий. Главное, что есть актив, есть хороший тренд и сигнал. Здесь по условиям все соблюдено, никаких в принципе нюансов не вижу. Так что заключаю сделку. Напряженная получилась ситуация, но все обошлось. Второй догон, как ожидалось, перекрыл все убытки с 2 прошлых сделок и вывел по итогу ситуацию в плюс. Сначала я зашел на понижение, цена направилась вверх. Первый догон за ней на повышение, цена возвращает нисходящее движение. Вторым догоном зашел опять-таки за ней, и по итогу тренд возобновился, и я получил профит.
Идем дальше. Свечка уже скоро закончится, и касание, как видим, тоже уже было. Вход, получается, будет на понижение. Но вот если честно, смотря на тренд, потенциал на повышение как-то более ожидаем, потому что предыдущий пик достигал среднескользящий. Не знаю, это все в любом случае догадки, все будет видно потом. А пока заключаю сделку. Идеальная концовка, уже думал сейчас догон буду подключать, а по итогу цена не захотела повышаться и видно, что под давлением просела вниз. А на депозите у меня уже 32 300. Сколько там у меня вышло с этих 4 ситуаций? По-моему, где-то порядка 500 баксов. На этом, думаю, достаточно. Хотя тут можно было бы зайти еще раз. Почему? Потому что основа заключается всегда по тренду. И если вот одна свечка закрылась, возобновив тренд, на вторую еще можно заходить. Это хороший момент, потому что потенциал на снижение увеличивается. А вот после второй свечки уже поздновато, там уже цена может и отскочить назад. В общем, заказываю выплату и пойду заниматься другими делами. 3000. Нажимаю на кнопку и готово. Заявка в обработке. По стратегии, я надеюсь, всем все понятно. Самое главное — это тренд. Чем сильнее, чем четче ровнее тренд, а вместе с этим, напомню, скользящие будут такими же, тем и больше вероятность прохода сделок. Объясняю почему. Тренд – это конкретное движение цены. Покупатели или продавцы ведут рынок. И вот допустим, как здесь условно, сильный тренд, и в нем, согласитесь, даже если вы будете подключать догоны, то так или иначе цена не будет мельтешить на месте и скакать туда-сюда, как в боковике. И догонами можно спокойно поймать свою волну, то есть свое нужное какое-то движение. В общем, не пренебрегайте этому правилу и всегда помните о том, что это не игра. А также не забывайте проводить анализ каждой вашей сделки. Задавайтесь вопросами, почему эта сделка зашла в плюс, а это в минус. Что, собственно, вы сделали правильно, а что неправильно. И тогда все будет получаться. Будет набираться свой багаж опыта и знаний, который поможет вам в дальнейшем торговать намного прибыльнее. На этом закончу. Если видео было полезным, обязательно ставим лайк. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Также, если есть свои мысли, обязательно делитесь ими в комментариях под видео. А я напоминаю, ссылка на платформу с бонусным промокодом к пополнению будет в описании под видео, а для вступления в нашу обучающую закрытую группу с бесплатными сигналами напишите мне в ВК с пометкой «Хочу в команду», либо можно написать нашему боту-помощнику в Телеграме. Всем удачных сделок, пока!